Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои любимые, обожаемые, можно сказать, подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Таро Немо. Таро расклад. На пороге каких событий вы стоите? Весна, мои дорогие, 2026 года. Вот давайте с вами узнаем, что же случится, произойдет в период весны, как изменится, возможно, ваша жизнь, какие вообще предпосылки к этому будут, что спешит на ваш порог. Вот именно с весной мы связываем обновлением, восхитительное время, когда пробуждается природа. Давайте мы с вами найдем хотя бы один повод для добрых перемен. Жизнь, конечно, не бывает полностью предсказуема, и все же, несмотря на тысячу неопределенностей, мы приходим в этот мир, чтобы быть счастливыми. Как сказал Пабло Пикассо, вдохновение– это как специя. Его нужно совсем немного, но оно способно изменить все. Будем добрее к самим себе. И позволим подсказкам нашей души, куда вот наша душа стремится, нам дать вот этот повод. Или у кого-то любовь конкретно, как раз в тему наш расклад. Так вот, у кого-то и любовь, знаете, ее как позволить ей войти в вашу душу, может быть, влюбиться, да, почему нет, или обрести надежных друзей, может быть, и подруг. Ну вот тем людям, кому мы не безразличны, кто в нашей жизни не просто прохожий на время, а именно надежная, чтобы нам было хорошо. Ладно, давайте с вами пойдем, тем не менее, дальше. Итак, на пороге каких событий вы стоите? Какие события сами по себе вас ожидают в течение весны? Что случится, что произойдет? Но до этого момента мы с вами сделаем сигнификацию. Узнаем, вот где вы сейчас, о ком нам сейчас расскажет, кто сегодня пришел на наш расклад, кому карты готовы приоткрыть завесу тайны. Может быть и так, да? Давайте узнаем. Итак, кто же вы? Никогда не знаешь, какую карту я достану. Особенно последние расклады. Вы ждете. Так вот, последние расклады, как первую карту достану, так и совсем не то, что я собиралась говорить. Ну вот, семерка пентаклей. Кто вы? Вы знаете, тот человек, который... Я не могу сказать, что вы нерешительный. Но, может быть, в вашей жизни сейчас очень много таких вопросов, и их может быть, как минимум 7. Они где-то взаимосвязаны. С одной стороны, это вы понимаете сами, что это как символ роста. Вот именно по каким-то параметрам вам нужно что-то изменить. Но в то же время то, что вы задумали, это не будет быстро. И вы, скорее всего, реалист. Вот понимаете, самое главное, что отличает человека. Реалист, потому что он понимает, что добрые дела наспех не делаются. Но и с другой-то стороны, вам какое-то ожидание надоело. И если вот мы говорим о весне, душа просит, может быть, не просто любви, а вот как раз надежных отношений. Для тех, кто в семье, ну, тут нам семерка пентаклей и десятка пентаклей будет говорить, что у семьи есть планы. Уже какие-то проекты, прожекты вы ставите, строите. У кого-то могут быть вопросы, связанные с жильем. Может быть, это кто-то хочет банально сделать дома ремонт или сделать жилье более комфортным. Кто-то сейчас озадачен, может быть, и финансовые, увы, но вот так карты показывают. Две финансовых карты, когда нужно решать финансовый вопрос или с этим что-то делать. Тут нужно именно что-то видоизменить. И есть элемент все-таки новизны, не случайно семерка пентаклей в этой колоде нам показывает человека, который взращивает денежное дерево. Да, на это нужно время. Но, знаете, вам хочется как-то стабилизировать то состояние, в котором вы сейчас находитесь, чтобы было больше ясности, было больше четкости. Есть желание, ну, начать, может быть, и планировать. Меня смотрят люди из разных стран, каждый из нас в своей жизненной ситуации, и поэтому, ну, тут действительно реалисты. Вы понимаете, что, может быть, это как предчувствие, что вот-вот что-то будет меняться. Возможно, вы уже изучаете, занимаетесь именно изучением чего-то, или вы недавно получили новость, которая вас, вот это самое главное, мои дорогие, внимание. Может быть, это как сигнификация, что будет отличать именно вот наш расклад, кому он подойдет. Скорее всего, у человека либо есть мысль, либо, ну, может быть, это ваш собственный инсайт. Это, знаете, как озарение. Вдруг до нас, мы говорим, дошло, да? Мы как
какой-то пазл складывается. Вот, может быть, так обстоятельства вокруг вас развиваются, да? Или обстановка. Или вы получили буквально какое-то свидетельство, новость, информацию, когда, правда, вот совсем скоро что-то будет меняться. Вы знаете, как наготове, перед прыжком. Вот что-то такое. Но пока вы еще, ну, как будто собираетесь. Вы очень надеетесь на то, что все кончится благополучно. Для кого-то из вас вы задумали новый план. Но, возможно, пока почему где-то медлите или осторожничаете скорее, правильно так будет сказать. Именно потому, что не знаете, а смогу, не смогу. Но сама душа как будто зовет в полет, правда. С другой стороны, вот смотрите, все то, что происходит в вашей жизни, не случайно, карта кармы. Я, конечно, допускаю, мы все разные, паш мечей и аркан правосудия. Есть и те, у кого сейчас вопросы в суде. И непонятно, как там что решится, в чью пользу. Но, видимо, вот эта ситуация, а у нас сейчас время такое. Нам, как с одной стороны, судьба возвращает то, над чем мы должны, ну, как работу над ошибками провести, что-то переделать, у кого-то банально, бумаги, документы, а для кого-то из вас это может быть жизненная ситуация, которую тоже нужно как будто разрешить, а потом можно смело шагать вперед. Вот есть какие-то нерешенные еще пока темы, я так вижу. Но все же эта карта кармы, она говорит, если ты сделал что-то хорошо, это всегда причина и следствие. Значит, пусть руками других людей, это знаете, как в пространство. Вы отправляли добрые мысли, или вот ваша помощь, она как зачлась где-то. И значит, в вашей жизни вы можете, кстати, сами где-то предчувствовать вот этот момент, что, ну, не может быть вот именно так. Оно что-то должно для меня все-таки сыграть как со знаком плюс. Для меня сложиться хорошо, потому что именно вы зла не таите. Потому что вы много добра людям делали или помощи много оказывали. Кто-то оказывал и детям, и, может быть, близким людям. Кто-то, может быть, очень долго ухаживал, кстати. Да, я могу сказать, вы уже где-то тогда будете мечтать именно о том, чтобы, ну, вот этот сложный период все же я как-то достойно прошел, ну и он, по возможности, быстрее завершился. Давайте посмотрим, что же у вас еще сейчас. Но, правда, вот прямо сейчас ничего не меняется. Девушка смотрит в окно. Ну, знаете, это как пейзаж один и тот же. Надоел. А я могу сказать, что кто-то из вас вот именно даже вот это, вот внимание, опять же, не случайно вот вы в этой ситуации. И если у вас сейчас, знаете, как, ну, как какой-то барьер, или невидимый забор. Что бы ни делал, отбрасывает назад. Но, значит, неслучайность будет состоять в том, что вы можете где-то совершить такой поступок или принять решение. Может быть, это где-то кроется в вашем подсознании. К примеру, вы не собирались куда-то переезжать, а здесь решите. Вы не собирались, ну, вот что-то кардинально менять, а тут надумаете. Вот вы именно вас как будто сама судьба подводит к какому-то решению. Но она так ласково делает. Она не создает вам прямо сейчас, ну, вот знаете, той турбулентности, когда у нас в один момент все с ног на голову переворачивается. Вы как будто должны накопить силы и научиться правильно взаимодействовать с людьми. Разделять тех людей, которые действительно им с вами по пути на долгое время, да, вот как в поговорке. Если хочешь идти быстро, иди один. А если хочешь идти далеко, тогда иди с кем-то. Может быть, это вы именно сейчас обдумываете, так будет у меня такой человек или нет. Может быть, вполне. У кого-то из вас это будет еще, такое или уже это случилось. Ну, может быть, буквально на днях вы получаете известие, вполне вероятно, от человека, который моложе вас. Я должна сказать, это могут быть и взрослые дети. Это может быть какое-то знакомство даже недавнее, да. Вот явно вы что-то услышите от какого-то человека, именно новость. Может быть, это какое-то взаимодействие даже по работе. Но вот это именно будет радостная весть, которая вас, ну, может даже и не просто обрадовать, как окрылить. Пусть даже это то, что на вас, именно на вас конкретно не оказывает действия.
Но это словно то время, когда вы себе скажете «пора». Точно. Вот все то, что я говорила по верхним картам, и я сказала, что это вот предчувствие вот этих перемен, оно определенно в вас есть. И просто пока непонятно, или где-то вы избегаете риска, мои дорогие. Вы вот именно просчитываете, наверное, где-то олицетворяет карта Паш мечей, обратите внимание. Потому что эта карта, вот как эта девушка, она должна пройти, вот представьте себя, как будто всего 2 шага по этой тоненькой жердочке над обрывом. Страшно. Карта говорит: не оглядывайся назад уже. Ну и представьте, если мы стоим вот так на цыпочках, едва балансируя, если мы начнем или смотреть вниз, или оглядываться назад, мы потеряем равновесие. Вот для вас, видимо, сейчас именно удержать равновесие и самому удержаться. Но, тем не менее, нам показан сильный человек, который надеется сам на себя. Я могу даже сказать, возможно, у вас за последнее время изменился характер. Вот хочется такое сказать, все-таки с учетом аркана Лев. Потому что вы могли стать более где-то спокойнее или, ну, лояльнее, по крайней мере, никому уже вы ничего не доказываете. Вот вы достигли той, наверное, житейской мудрости, когда вы понимаете, ну да, людей не изменю, обстоятельства тоже, а смысл? Поэтому это вас делает на порядок сильнее, и, знаете, как способностью наделяет чувствовать, как растет трава, что меняется вокруг, что говорят люди, а может быть даже люди сказали, каким это образом, но вот эта весть, или может быть ко мне, или мне лично полезно, или на самом деле, откуда ноги растут у этой информации. Нужно ее, вы именно анализируете что-то и храните о себе молчание. Вот вам хочется, мои дорогие, еще один момент, который будет касаться сигнификации. Несмотря на то, что, может быть, да, тут действительно кто-то будет мечтать о семье, например, да, о построении надежных отношений для тех, кто один или одна, или в каких-то мутных, непонятных, сложных, да, вот этих двойственных отношений находится. Но вы понимаете, что ну, наверное, не скоро, вот буквально не завтра. Вот есть такое тоже, может быть, интуитивное предчувствие. Вы именно не готовы рисковать ни самими собою, не участвуя просто, да, вот отношения ради отношений. Если мы говорим именно о жизни личной, все-таки мы весну с вами рассматриваем. Но я могу сказать, и по части работы там тоже такой же подход, и по части денег. Вот тут действительно перед прыжком. Но если вам это подходит, если это откликается в вашей душе, мои дорогие, давайте будем, перемешаю хорошенько колоду и будем с вами смотреть. Разложим 3 позиции, и первая у нас будет, что же тут прямо выпрыгивают, видимо, карты говорят, ты что-то долго, Женя, собираешься. Ну да, есть внутренние страхи. Была какая-то, знаете, вы даже не доверяете информации. Это тоже неплохо, я бы сказала. Потому что, скорее всего, вас люди обманывали, мои дорогие. Вот вы боитесь сейчас кому-то довериться. Довериться, а потом как обратка какая-то прилетит. Или, может быть, взять на себя какие-то обязательства. Вот здесь один на один человек с какой-то своей проблемой, с каким-то своим вопросом. Или просто один. Давайте я разложу вот так в разные позиции. Пусть так для надежности будет. Итак, так к чему же приготовиться? Какие события спешат на ваш порог? Что спешит или кто? Прелюдия этих самых перемен. И мы достанем 6 карт. У нас будет 3 позиции. Из них будет состоять наш расклад. И каждая позиция будет состоять из 6 карт. 6, потому что это всегда карта победителя, ну или это уже какое-то достижение, это итог, итог действий. Итак, шестая карта. Первая позиция, вторая. Что произойдет в ближайшее время? Что ждет вас? То есть перейдем уже, если это прелюдия, мы тут узнаем более конкретно. И, быть может, что прояснится с тем, что будет происходить, как это повлияет на вашу жизнь.
Так, что прояснится, что произойдет в ближайшее время. Весна, опять же. То есть это у кого-то может быть событие пару дней, да, ближайшего будущего, а у кого-то, ну, более отдаленного. И третий вопрос. Что изменится в вашей жизни? Что изменится для вас? К чему это все идет? Для чего, зачем все это было нужно? Первая карта. Опять же, 6 карт с вами достаем. Зачем все было это нужно? Как изменится ваша жизнь? А быть может, какое-то событие, которое изменит вас, мои дорогие. Итак, что же там нам скажут? К чему приготовиться? Король чаш. Для кого-то из вас вы действительно получите скоро известие от того человека, которого вы очень хорошо знаете. Я могу также сказать, что это какой-то человек получит бумагу или известие, или куда-то приглашение, или у него, ну, как план, может быть, да, или идея может родиться, мои дорогие. Здесь вот именно как гонец вам принесет какую-то весть, и это может быть у кого-то для людей семейных связан. К примеру, как и с вашими взрослыми детьми, может быть и так, да? Это может быть и супруг все-таки по аркану король чаш. Это у нас проходит близкие, именно родственники. Но иногда это те персоны, с которыми вы чаще общаетесь, ближайшее окружение. Или те, кто, ну, для вас может быть дорог, вот именно дорог. Пусть вы вместе не проживаете, но есть какой-то человек, которого вы как чувствуете душой. И я могу сказать, что именно, может быть, человек что-то получил, да, или получит. И потом вам это событие как принесет. Это вроде как для него шанс, мои дорогие. Ну вот начинается наш расклад как прелюдия перемен откуда-то издалека. Может быть, это и знак зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, или человек, который имеет там асцендент. Но здесь, знаете как, вы можете столкнуться с ситуацией, вот как это повлияет на вас. Вот именно ваша где-то, не побоюсь, зависимость, вы именно начнете что-то думать. А думать, с одной стороны, эмоции, с другой стороны, какая-то финансовая история. Или вам как нужно сложить какой-то финансовый сюжет, мои дорогие. Вы можете услышать, вы, кстати, можете быть не согласны с этим человеком. Но вы понимаете, что на эти условности или на это решение вы не оказываете влияния вообще. Все же карта конфликта может нам говорить еще и о том, что, может быть, для вас будет та ситуация, когда вы не захотите в чем-то участвовать. Будьте к этому готовы, мои дорогие. А, Вот как я эту карту уже перемешала и вроде бы в разные стороны положила, карты живут своей жизнью. Нет, тут правда. Тут будет связано совсем скоро, вот прелюдия перемен. Это именно новость от человека. Давайте не будем конкретизировать, кто может быть этим человеком. И не обязательно король, так это у нас должен быть мужчина. Или молодой человек. Или, ну вот, именно, может быть, даже и чиновник где-то, да, потому что тут такие карты выпадают, которые могут свидетельствовать именно, к примеру, о работе, все-таки это у нас жезлы, о каких-то рациональных решениях или пусть даже это конфликт, но это что-то, знаете, как борьба принципов именно. Но вот, видимо, может быть, у кого-то из вас, у вас ситуация, которая вам знакома. Она буквально у вас на пороге. Вы уже с чем-то подобным сталкивались. Ну, пусть не на 100%, один в один это похоже, но здесь вот, тем не менее, какая-то заезженная история, как пластинка, и она как будто сама просится, чтобы ее сменили. И вот туз жезлов делит нашу жизнь на период до и после. И как раз закон кармы работает. Поэтому, что бы вы ни услышали, или кто бы вам что ни сказал, тут нужно как-то правильно оценить ваши способности, ваши возможности и ваши позиции. Потому что мы можем расценивать это как жизненный экзамен. Так что же тут за прелюдия перемен? К чему приготовиться? К неожиданностям нам так говорит карта. К неожиданному выбору. Вот к чему все свели карты. То есть давайте подытожим. Ту новость, которую вы слышите, она будет больше интересна не лично вам, а это задумка каких-то либо людей, ну, или
конкретного человека, к кому вы относитесь хорошо. Поэтому вам эту новость, скорее всего, и принесут. Но, может быть, вы реалист, не все вас устраивает, потому что у нас здесь уже пятерка мечей у нас все-таки присутствовала. Поэтому я смело могу сказать, на 100% вы какие-то планы не разделяете. Но, может быть, вы такой мудрый человек, вы принимаете. Но вот наступает момент выбора. Как будто сейчас или никогда. Именно вашего выбора. Почему-то вот то, на что вы согласитесь или откажетесь, это будет означать для вас либо где-то увязнуть, как, ну, в какой-то рутине, либо сделать вот как раз этот квантовый скачок. Может быть, кому-то из вас даже будет что-то предложено. Я такое тоже не исключаю. И это будет связано именно с перемещением, мои дорогие. Может быть, это будет еще и какая-то обстановка внешняя, когда вы понимаете, что вроде бы то, что вы услышали, оно где-то манит, привлекательно, но тем не менее участвовать на 100% или брать на себя ответственность вот вам не захочется. Вот такая прелюдия. Так что же это? Ну вот нам снова говорят о том, что есть какие-то отношения, давайте так подытожим, которые претерпевают как фазу роста. Ну вот у кого-то, правда, может проиграться со взрослыми детьми, у кого-то племянниками, родственниками, мои дорогие, у кого-то с любимым человеком. Наступает как время X, мои дорогие, когда мы не можем что-то отложить на потом. И здесь, знаете, вопрос стоит действительно выбора, или мы впадаем, буквально карта ностальгия, или мы просто садимся и мечтаем, да, как время вот идет, так и идет, но тем не менее шестерка чаш все-таки 6, мои дорогие. Кубковой карты началось и, в общем-то, заканчивается. Тут какая-то дружба будет продолжаться, контакты, мои дорогие, будут продолжаться. Но тут, знаете, по аркану влюбленные, сепарация только иллюзия. Но, наверное, прелюдия перемен в том, что ваша задача обозначить свои границы. Вот подумайте над этой фразой. Давайте пойдем с вами дальше. Перейдем, я надеюсь, нам больше какой-то конкретики дадут карты. Так что же происходит весной, в ближайшее время? Что ждет вас? Ну, какой-то период нам говорят Луна и Король Пентаклей. Вот посмотрите. А ведь и правда, вы тут будете что-то либо уезжать, у кого-то так совпадет, или пусть это решение. Кто-то будет, может быть, суждены расставания. Увы, вот совсем не хотела я об этом говорить. Но вы знаете, у вас, для большинства ведь эта карта, если мы говорили выбор, а вот это тоже своего рода выбор, когда перед нами сложное решение. Мы ищем не просто выбор, а выход из создавшейся ситуации, и мы его находим. Так вот, как складываются? Наверное, карты нам где-то повторяют, потому что, правда, дела дома, дела семьи, личной жизни, много эмоций, да? Но вот пока как будто, может быть, это, знаете, как весна в самом начале. Тут вот быстро что-то не пойдет. По Луне основная задача себя сохранять, опять же. И я очень часто говорю по этой карте: избегайте толпы, избегайте каких-то конфронтаций, потому что это вам каким-то образом может помешать. В толпе есть выражение: "Меня несет толпа". И вот это такое состояние не смешное, не шуточное. Поэтому даже если мы говорим о коллективах, как будто вам немножко сейчас, понимаете, лучше быть одному или одной, но в некоторых позициях, которые требуют именно окончательного решения. То есть тут надо обдумать, тут нужно слушать интуицию. И как будто не примыкать ни к каким коалициям, пусть даже это на работе. На работе тоже у нас бывают какие-то непонятки, да. Есть одна конфронтация или коалиция, есть другая, а вот вам тоже ни направо, ни налево, вам между. Вот вам сейчас себя сохранять и какой-то нейтралитет. Посмотрите, тем не менее у нас выпадает король пентаклей, поэтому для кого-то из вас это может быть важный человек в вашей жизни. У кого-то опять же проиграется, мои дорогие девочки, но есть какой-то мужчина, который будет, тем не менее, ну и еще иметь вес именно весной. У кого-то конкретный, вот именно мои дорогие девочки, у вас может быть непонятная ситуация именно по дому.
по личной жизни, да. Это мы возьмем как основу, как базис, которая тоже может потребовать ситуация выхода, а у кого-то это зависимость, мои дорогие. У кого-то зависимость по финансам, нужно решить финансовый вопрос. Я должна вам сказать, что придет в вашу жизнь или что происходит, что вас ждет. Вы знаете, может быть, вот эти первые 3 карты, да, а рядом с ними карта дьявола. Ну, не бывает в наших картах Таро однозначно отрицательных значений или однозначно положительных. Поэтому, конечно, мы знаем, со знаком минус это привычки самые разные, не самые полезные, будем говорить, да. Так вот, и есть и плюс. Это карта жизненной силы, это карта физической мощи, мои дорогие. Это вот именно и бодрость, приток жизненных сил. Это вот вы, когда, понимаете, чувствуете именно свою силу. Конечно, замечтаться нельзя, без сомнения. Иногда эта карта тоже со знаком плюс, когда мы... Материальная ведь карта– это материализм в первую очередь. Поэтому для кого-то из вас предстоит своеобразный прорыв по финансам, но именно тогда, когда вы правильно обозначите границы. И придется вам, может быть, пересматривать дебет-кредит. У кого-то может сложиться ситуация, когда, ну, совсем ограниченные финансы. А для кого-то это будет связано именно с тем, когда, ну, может быть, у кого-то кредиты или когда вы все время кому-то помогаете. Вот поверьте, мои дорогие, что случится, что произойдет в ближайшее время. Вы будете постоянно фильтровать, на что вы соглашаетесь и от чего вы готовы отказаться. То, что вас удерживает, но то, что вас удерживает, вы будете особенно чувствовать, что и я как в тисках. Вы знаете, если прежде вы словно соскальзывали на какое-то согласие, а здесь вот есть какая-то противодействующая сила в вас самих, когда вам захочется менять обстоятельства. И к этому будут еще предпосылки какие-то добрые. Я должна сказать, что для кого-то из вас может быть новое знакомство. Я не утверждаю, что это для всех, но для кого-то из вас. И, кстати, карты говорят, ты тут сразу, ну, не бери разбег куда-то на далекую дистанцию. Тут будет задача узнать этого человека получше. Человек будет тоже осторожничать. Вы можете познакомиться совершенно не в том месте, где вы это предполагали. Это может быть, ну, может быть, даже контактное, да, лицо по работе, или когда вы занимаетесь какими-то делами, отправляетесь, может быть, в инстанции, или изучаете инструкции и просто ищете того человека, который вам может прояснить что-то, да. Вот здесь вы будете, как ни странно, ну, эмоции будут приятные, но вы-то, мои дорогие, вы именно больше будете заняты работой и деньгами. Восьмерка пентаклей, потому что тут есть то, что вы намереваетесь продолжать. Так что же произойдет в ближайшее время? А потому что какой-то выбор, он еще не закончен. Здесь именно желание, понимаете, как выйти из какой-то замкнутого пространства или из какой-то ситуации, которая, опять же, быстро не меняется. Не случайно мы в сигнификации с вами это уже видели. Как будто завершить. Ну, мы вообще надеемся, карта мир выпадает, что здесь, знаете, ведь это старший аркан, обстоятельства. Вот вы, кстати, можете чувствовать с учетом аркана Луна те вопросы, где вам не нужно торопиться. Слушайте свою интуицию, она вам дает правильные подсказки, потому что явно тут есть какие-то внешние события, которые вы не ускорить, не изменить не можете. Но мы надеемся, что все идет к миру. Все-таки карта мир. Поэтому к концу весны будет мир. Вот все. Пусть так будет. Давайте пожелаем, неважно в какой стране, в каком участке, может быть, суши или рядом с морем, океаном мы находимся, но пусть вот действительно воцарится порядок, мир, благоразумие и гармония. Вот тут вот нам говорят, конечно, это завершающая карта. Тем не менее, вы какой-то прорыв весной сумеете сделать. Но это не от вас будет зависеть. Тут вам именно на руку будут играть обстоятельства. И вот смотрите, казалось бы, да, мир. Вы с чем-то определитесь, будьте готовы, что вы еще в течение весны получите какую-то весточку, которая вас несколько может выбить из колеи. Но тут, скорее всего, это будет неожиданная какая-то новость, когда вам нужно, необходимо действовать быстро, спешить.
И как будто, знаете, вот именно где-то сосредоточить все свои силы на одном маршруте или на одном деле, или на какой-то одной идее. И, кстати, для этого вам могут понадобиться деньги, что скоро произойдет. Вы встанете, может быть, не просто перед выбором, а когда еще в этом выборе будут участвовать эмоции. Шикарно вообще у нас с вами заканчивается, потому что, в принципе, вы сумеете обойти острые углы. Давайте в целом подытожим. Двойка чаш — это всегда карта любви, верности. Поэтому, для кого-то суметь договориться в сложном вопросе, суметь осуществить даже сложное дело, все таки согласимся, что произойдет в ближайшее время. И есть элемент путаницы, и есть и элемент еще задержа, какого-то застоя, и есть еще и люди разные, и в то же время аркан-дьявол, есть какая-то ситуация, которая вот нас действительно удерживает или, ну, какие-то зависимые обстоятельства. Но здесь постепенно все идет к победе. Карта будет говорить, что да, у тебя вот этот прорыв получится осуществить, а у кого-то это будет, возможно, именно связано с тем, вот как по рыцарю мечей. Когда вы сконцентрировались на одном каком-то деле, идее, теме и совершаете вот этот резкий прорыв. Тут как будто вы будете ждать, может быть, да, или так складываются условности какие-то вокруг вас, или вы будете как готовить себя, причем готовить интуитивно. И потом в течение весны происходит какой-то, знаете, момент, какого эврика. И с этого пункта придется и скорость как будто увеличить, и быстро себя на что-то организовать. И это идет к победе. А также я должна сказать по части вот знакомых, да, то есть человек, который может прийти в вашу жизнь. Будьте внимательны. Здесь не нужно педалировать развитие отношений, потому что для кого-то из вас, ну, буквально не спугнуть, может быть и так, да. Ну, не очень красиво звучит, но дело в том, что тут человек такой, знаете, который привык все просчитывать. Ну, может быть, вам где-то может даже от этого знакомства, не хватать эмоций. Хотя это может быть, кстати, тот человек, я не исключаю. Это может быть та встреча или может быть разговор, пусть даже с знакомым человеком. Но вы прежде на него, ну, как бы планов не строили. Ну, или даже, ситуация у нас в течение весны такое тоже могут быть. Могут быть такие люди, это, знаете, как какая-то история, хорошо знакомая, пытается вернуться вновь в вашу жизнь. Вот этого я не исключаю. Здесь даже, мои дорогие, для тех, кто в паре, и, может быть, вы расстались, поверьте, тут тоже может, ну, как бы пара есть, да, но по каким-то причинам либо вы разъехались, тут именно разъехались люди явно на расстоянии, но, может быть, продолжаете общение, а может быть, произошла какая-то ссора, то тут может быть воссоединение. Я этого тоже не исключаю. Но человек будет очень долго принимать решение. Вот это точно. Ну, знаете, такой тугодум. Все-таки у нас король Пентаклей, первая карта, да, это первая, как ведущее центральное значение и звено. Это тот, который действительно и так рассмотрит, и эдак. И с одной позиции, и с другой позиции. Поэтому тут, правда, вот людей торопить — неблагородное занятие, потому что тут за это время нужно как бы и самому не плашать. Это ведь на вас выпадает восьмерка пентаклей, потому что вы как будто должны не просто вот с арканом 15 как силу, мощь набрать, но и одновременно стабилизировать финансовую ситуацию. Или для себя что-то вы будете решать по работе. И вы знаете, для тех, кто ищет работу. Вот такой многогранный у нас получился, ну, позиция, точнее, получилась. Здесь вы можете найти работу, работу на дому, кому-то дополнительный заработок, кто-то будет что-то изучать из вас. Именно потому, что вы увидите в течение весны целесообразность или зачем все это нужно. Тут внутренняя какая-то уже перестройка вас запущена. А вообще вот интересно, у нас ведь правда первая позиция, если мы говорим, к чему приготовиться, на пороге каких событий вы стоите. Здесь явно рост, да, взаимоотношений. Поэтому это, как знаете, отношения, где-то карта тоже будет говорить, именно для тех, что
кто может быть в ссоре. Причем и вы люди, которые либо проживали вместе, либо которые знают много лет. Вот будет больше к таким людям относиться. И вы знаете, тем не менее, как я не говорю, что чувства прям вспыхнут, загорятся с новой силой, скорее всего, нет. Здесь два прагматика встречаются, потому что человек, как я уже говорила, такой консерватор. А вы знаете, а вам как будто за это время ему подстать надо быть. Вы тогда на одной волне будете. Тогда и любовь, и верность, и взаимопонимание, и победа. А кто знает, тут и для кого-то из вас, ну, прямо и переезд ведь тоже я не исключаю. Посмотрите, аркан мир. Ладно, давайте перейдем к третьей позиции. Так что же изменится в вашей жизни? К чему это все идет? Карта мага. Мы говорим великий манипулятор, да? Но надо сказать, маг великий практик. Вот посмотрите, маг это не тот, который родился магом с какими-то экстраспособностями. Я не про магию ни разу. Маг это кого жизнь заставила уметь обходить острые углы, уметь вовремя понимать, что отпустить, а за что держаться, в чем участвовать, а что не имеет значения. Поэтому вот ваша задача стать этим магом. И я могу вам посоветовать прочитать, иногда это советую, потому что в нашем раскладе все не расскажешь, да. Но вот есть уже в литературе образы, и это дилогия Всеволода Соловьева, волхвы и великий Розенкрейцер. Именно об истории Захарьева Овинова, там пишется, буквально описывается с детства, какое оно было сложное, тяжелое, почему долгий период этот человек, он уже никому не верил, он был сам по себе, пока он не встретил любовь. И это и с любовью тоже где-то он пытался бороться. Но вот я не буду пересказывать, прочитайте, потому что, всё то, что пишет Всеволод Соловьев, оно волшебно. Но вот именно вот эти 2 дилогии и для кого-то из вас, они заставят, может быть, даже оглянуться на собственную жизнь и под другим углом все рассмотреть. Потому что разочарования у мага были, да? И вот смотрите, у вас 2 такие карты прямо подряд выпадают. Еще и четвертая, мои дорогие. У вас точно, вам магом и волшебником надо стать. Вот, наверное, тем человеком, который понимает, за что держаться или кого удерживать, а кого отпускать или что отпускать. Очень сложный опыт. И потом, если мы говорим, как и по пятерке чаш, это абсолютная уверенность в том, что мы слишком долгое время застряли в эмоциях. Мы переводим эти эмоции в практику. Сердце не болит, обратите внимание. Я всегда в этой колоде говорю. Это оно когда-то болело, а тройка это всегда карта будущего. И кто-то подумает: что он меня ждет?" Это нет, мои дорогие, карта будущего говорит о том, что это вы уже обрели какой-то опыт и научились идти по ситуации, как маг. Это карта здорового равнодушия. Нам где-то маг понимает, что он увяз или застрял в некоторых вопросах именно потому, что он воспринимает либо личностно, или воспринимал слишком эмоционально. Ему эмоции мешают. Вот где-то я сейчас говорила с позиции денег, что-то подобное. Значит, в течение весны здесь не только какая-то ситуация финансовая выравнивается, или, скорее, она выровняется, когда вы будете решать рационально, со здоровым равнодушием. Вот здесь как будто нужно и эмоциональный подход такой иметь. Ну, как будто еще раз старые грабли мы не должны найти. И всегда по этому аркану вот эти шрамы, да, сердце не кровоточит, заштопали. А шрамы, ну, это на погоду, я всегда так говорю. Это, знаете, как подсказки нашей интуиции, подсказки, ну, где-то нашего шестого чувства, когда, как тихий, робкий голосок нашей души говорит: "Тебе это не надо, вот ты туда не ходи". Буквально как-то так. Ты в чем то не участвуй. Слушать самого себя. И в некоторых вопросах больше равнодушия, нежели энергии, импульса. Тогда вы неуязвимы. Тут ведь, понимаете, вы неуязвимы должны стать.
И это безусловно. Как изменится ваша жизнь. Маг, мои дорогие. Да тут все меняется. И благодаря какому-то опыту, смотрите, вы уходите от того, куда вам не надо. Как изменится ваша жизнь? Я вам скажу, у вас сменится окружение. Может быть, одни люди будут уходить, на смену приходить новые. Не бойтесь кого-то отпускать. Тут действительно у вас может быть такая своего рода даже как вереница из людей. Может быть, тут и вопросы работы, или может у кого-то соседи. Здесь вообще будут какие-то перемены, но вот вам вот этот нейтралитет или как бы сам по себе, потому что вам будет, вот это может быть даже изменит, когда вы удивитесь, но прежде вы именно эмоционально на что-то реагировали или много в чем то участвовали. А вот теперь задача освободиться от этого. Потому что для вас это к чему это идет, если мы спросили? Или как изменится ваша жизнь? Я вам честно скажу. Это карта, с одной стороны, эгоиста. Ну, если мы скажем эгоиста в хорошем смысле, да, но вам тут необходимо, да, вот весь наш расклад показывает о том, что, ну, подзастряли-то мы именно эмоционально и, может быть, и где-то из-за наивности. Вот для того, чтобы обрести этот базис, какую-то стабильность. Но отчасти, может быть, и следует побыть более прижимистому или вспомнить о своей мечте, мои дорогие. Но ведь это карта финансового успеха, а следом за ней перемены. На этом все не заканчивается. Вы как будто у вас, вы знаете, в конце весны будет происходить ломка шаблона. Это правда. Вы можете в конце весны на что-то такое решиться, что удивит других. Может быть, вы сами где-то даже себя удивите. Вы на что-то совершенно без сожаления махнете рукой. Вы где-то проанализируете именно почему. Вот если карта кармы, мы с вами говорили, да, то вот тут вы проанализируете, что бы я мог раньше совершить и почему мне это не удалось. И вот вы устремитесь вперед именно с какой-то новым видением, с новой позицией, мои дорогие. И это кого-то из вас приведет шаг за шагом к финансовому успеху. А деньги– это один из способов взаимодействия с миром. И кто-то из вас, ну, как минимум, на шаг ближе к своей мечте окажется. Но для кого-то из вас все-таки это старший аркан. Здесь могут быть именно перемены, которые связаны с внешними событиями. Но вы, видимо, к концу весны уже подходите в более ресурсном состоянии. Вот одни из двух самые лучшие карты, я бы сказала, которые, тем не менее, на материальную жизнь, мои дорогие. Это может быть, конечно, и как знаете, прорыв по части, именно я так говорю. Почему? Потому что у кого-то именно из-за работы тут какая-то была чехарда. Вот тут либо вы находите работу, либо вы дополнительный источник заработка. То есть, ну откуда-то же деньги берутся, правда? Откуда-то мы их зарабатываем. Значит, может быть, даже если придется какое-то время быть прижимистым, а маг– это тот, который как раз располагает финансовыми ресурсами. И ведь, понимаете, очень удивительно. Маг– это где-то аскетизм, как ни странно. Магу не нужны вот эти все сокровища. И когда, как только они ему не нужны, когда у него идея, мои дорогие, все-таки идея, это где-то объединяется с шельником. Но отшельник, он сам по себе идет. У вас эта карта не выпала. А маг искусно взаимодействует со всеми остальными. А путь-то у него свой. У него только свои задумки. Вот это вам дает такое неоспоримое преимущество, как, знаете, начать менять свою жизнь уже в конце, ну, практически весны, в конце мая. Может быть, здесь где-то вам на руку даже будут играть те обстоятельства, которые вы будете слышать. Поэтому приготовьтесь, иногда по этой карте идет скорость, мои дорогие. Поэтому вполне вероятно, вы сейчас пока даже не видите, не знаете, а как изменится ваша жизнь? Судя по всему, к концу весны либо вы сами ее захотите кардинально изменить, либо это будет еще зависеть от того внешнего какого-то положения, состояния, когда мы хотим или нет, но как будто наступает время что-то менять.
Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши чудесные комментарии, за вашу доброту. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации и все ссылки в описании под видео. Есть и гороскопы, есть статьи разного порядка. Я думаю, вам будет интересно и подсказок будет больше. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.